Происшествие случилось в одном из парков Магнитогорска, расположенного в Челябинской области, важном промышленном центре России, где ныне обитает значительное количество мигрантов. 12-летний подросток, сын приезжих из Средней Азии, решил выбрать своей мишенью русскую девочку. Он выстрелил ей в живот из детского пневматического пистолета, это просто шутка такая. Однако пострадавшей было не до смеха. Пережив боль и обиду, девочка вскрикнула на смеющегося черноволосого подростка. В ответ она услышала поток угроз и оскорблений. В ситуацию пришлось вмешиваться множество взрослых. Разберем все подробности в нашем выпуске. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. В одном из парков Магнитогорска, Челябинская область, отдыхала группа девочек. Один 12-летний подросток, ребенок мигрантов, сначала осыпал их оскорблениями, а затем выстрелил из детского пневматического пистолета пластмассовыми пулями. Одна из пуль попала в живот 14-летней девочки, оставив болезненное покраснение. Прохожие, ставшие свидетелями произошедшего, сделали мальчику замечание и в ответ также получили оскорбления и угрозы позвонить братьям. Один из свидетелей, женщина, сообщила о случившемся в русскую общину. Через некоторое время на место происшествия пришли родственники мальчика. Они окружили плачущего подростка заботой и пытались увести его. Но вмешались подъехавшие активисты общественной организации и не позволили этого сделать. Родственники мальчишки вели себя агрессивно, провоцировали общинников. Апеллировали знанием законов, мол, он малолетний, и ему ничего за этот поступок не будет. Рассказали в русской общине Магнитогорска. Таким образом, в парке собрались две большие группы: представители русской общины, защищающие девочек, и родственники нападавшего подростка. Общественники вызвали полицию. В дежурную часть отдела полиции правобережной УМВД России по Магнитогорску поступило сообщение от жителя города о том, что на территории одного из парков города подросток 12 лет из детского пистолета пластиковыми пульками выстрелил в живот девочки, 14 лет. Все участники событий были доставлены в районный отдел полиции и детально опрошены, рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области. Родственники юного мигранта пытались увести его с места событий, утверждая, что он еще маленький. Однако полицейские потребовали всех направиться в отдел по делам несовершеннолетних для проведения беседы. Родителям мальчика выписали административный протокол за ненадлежащее воспитание ребенка. В процессе общения с родственниками и их сочувствующими были выявлены двое молодых людей, подлежащих призыву в армию. Их взяли на учет для прохождения воинской службы. А инспекторы госавтоинспекции заставили убрать защитную пленку с чрезмерно затонированных автомобилей мигрантов. В комментариях в группе русской общины в Магнитогорске в соцсетях читатели пишут, что этого недостаточно. А где патрулирование полиции в потенциально опасном районе? Это же уже сложившееся гетто со своими законами. Завтра все повторится. В Якутии, Магадане, Калининграде власти, не раздумывая, лишают всю семью гражданства за отсутствие постановки на учет в военкомате и неподобающее поведение детей, а наши стесняются. Лишить гражданства показательно, хотя бы сегодняшних фигурантов, может быть, и поспокойнее стало бы. Депортировать нужно, изымая в доход государства все пособия и субсидии, полученные в России. А что дает составленный административный протокол? Девочке от этого не больно? Или она теперь не будет бояться? Или родители почувствовали наказание и заплатили штраф, заплатили за боль и унижение девочки? Как это отразилось на семье? И что это за наказание, административный протокол о неисполнении? Задаются вопросами возмущенные люди. Тема приезжих в России – одна из самых, если не самая острая на данный момент. Люди требуют все новых ограничений, в частности, отмены разрешения на ввоз семей трудовых мигрантов в страну. Один из самых популярных, пусть и риторических вопросов под новостями об иностранных специалистах – кто их завозит? Точнее, формулируют чаще в форме запроса «массово ловить таких помощников». Иногда силовики слушают внимательно. Недавно официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о прошедшей в Петербурге еще летом операции по задержанию очередной ячейки – легализаторов. Случай максимально типичный для РФ, и потому интересно, как была устроена фабрика по завозу приезжих. Ведь иностранцев в дружном коллективе всего двое. По данным журналистов, бойкий коммерсант из Узбекистана Шакир Ахмедов организовал ячейку вместе со своим сыном. По имеющимся данным, предполагаемый организатор вместе со своим сыном находили иностранных граждан из среднеазиатских республик, которым необходимо было получить регистрацию на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также злоумышленники подыскивали местных жителей, готовых зарегистрировать мигрантов в своих квартирах.
За свои услуги сообщники получали от них денежное вознаграждение, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. То есть схема с резиновыми квартирами – классика. В полиции сообщили, из 6 задержанных 4 отправили под арест, 2 остаются под подпиской о невыезде. Стоит отметить, полиция продолжает искать всех соучастников, вероятно, тех, кто предоставлял квартиры для фиктивных регистраций. По факту возбудили уголовное дело, это до 7 лет заключения. Ранее уже звучали предложения о том, чтобы дополнительно ужесточить, увеличить сроки по ней вдвое, до 15 лет. Согласно пенитенциарной практике, все же решающим фактором для преступника является не тяжесть наказания, а его неотвратимость. В этом смысле куда более перспективными в плане профилактики выглядят массовые рейды, которые, по крайней мере по ощущениям, по всей стране стали проводиться заметно чаще после теракта в Крокусе. Уголовные дела на легализаторов заводят в РФ чуть ли не каждый день. Вскрываются при этом самые чудные факты. Например, в мае нашли контору, где жители Средней Азии благодаря подмосковным кудесникам становились сначала украинцами, а затем и россиянами по упрощенной схеме. В июле в Петербурге задержали супругов ательеров из Ленобласти, благодаря которым, по версии следствия, в РФ смогли остаться тысячи мигрантов-нарушителей. Можно отметить, что звучат требования и полного пересмотра всей миграционной политики России. Сенатор Андрей Клишес пошел чуть дальше и вообще заявил о фактической отсутствии таковой. Суть состоит в том, что никакой миграционной политики как таковой в Российской Федерации нет. Есть реагирование на какие-то отдельные конкретные ситуации. Кому-то кажется, что нужно завести рабочую силу, и ее завозят абсолютно неконтролируемо, пояснял свою позицию депутат. Новые ограничения и ужесточения предлагают и немало, но все же у жителей страны есть явный запрос не просто на пластыре, а на системное решение, которое в сущности пока даже не сформулировано. Если, конечно, не считать единого реестра приезжих, который должен заработать со следующего года. Помимо всего прочего, родственники иностранцев не занимаются трудовой деятельностью. Так зачем же они нужны в России? Руководитель информационного центра по контролю за нелегальной миграцией столицы Александр Дягилев заявил: касаемо мигрантов и их прекрасных семей, как правило, они живут на исторической родине. Туда трудовые мигранты направляют с регулярной частотой свои доходы. Сюда они привозят в основном не семьи, а друзей, соседей, а семьи находятся дома до определенного момента. Потому что здесь у мигранта сначала не будет все очень хорошо, не будет постоянного проживания, денег, гражданства. Уже только после того, как мигрант станет местным, он привезет семью. Но семьи не задействованы в трудовой деятельности. В основном они сидят в хостелах или в СНТ, в больших домах и ждут своих мужиков с работы. Между тем, Госдума готовит инициативу о запрете трудовым мигрантам привозить с собой семьи. Большинство депутатов ее поддержат, сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Мы приняли в этом году, где-то в июле месяце, нормы достаточно жесткие, в соответствии с которыми выдворяются все нарушители и потом запрещается въезд на территорию нашей страны. Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жесткая. При этом не может человек, приехав сам работать, еще с собой вести членов семьи, отметил Володин. Накануне депутат Михаил Делягин призвал провести проверку всех приезжих, получивших гражданство РФ с 1992 года. Паспорта иностранным рабочим в нашей стране выдаются вертолетно-кишлачным методом, отметил парламентарий. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!